Так, сегодня 23 января 2016 года. Нью-Йорк, Бруклин. Вот так все заносит. Всех предупреждали о таком снеге, но многие не ожидали, что такое будет, потому что в том году вроде бы много снега было, но машины снегоуборочные успевали все разгребать, убирать это, и дороги были не заснеженными. Сейчас практически машина не ездит. Здесь, несмотря на то, что такая малонаселенный район, но здесь достаточно часто по этой дороге ездят автомобили. Но сегодня это очень большая редкость. Сегодня суббота, поэтому, я думаю, люди все свои запланированные дела оставили на потом. Вот так вот сегодня люди вон откапывают свои машины. Кажется, по некоторым дорогам вообще давно машины не ездили. А? Ну, идем по тротуару. Хорошо, тротуар немножко растоптан. В новостях пишут, что сегодня упадет примерно 2 фита снега, это примерно полметра. И пишут, что за раз так не выпадало. Допустим, такого снега не было лет 50-60. Вот. Обычно для Нью-Йорка это не вполне таки нормально. Но вся зима до сегодняшнего дня, вся зима всего лишь 2-3 раза было. Опускалась до минус 8 градусов. Буквально на одну ночь, на один день. Остальное все время держалось. Или плюсовая температура, или было минус 1. Не так уж и холодно было для зимы. Снега не было. Конец декабря было вообще там 15-10 градусов тепла по Цельсию. А сегодня вот так вот здесь. Да, по дыркам надо ходить. Евгений говорит. Вот здесь хорошо растоптали, здесь, видимо. Сейчас соли накидывали. Уф. Я подштанники не одел, у меня задница замерзла. Серьезно? Да. Ноги я ляхи не чувствую уже. Ну, мы только до Олшнами не добрались. Здесь минут 7 идти. Я не знаю, у нас минут 15, наверное, прошло, да? Ну да. Вот. В принципе, здесь особо так ничего не видно. Это благодаря соли. Видимо, здесь кто-то насыпал много соли, и снег здесь не накопился. Ну, конечно. Ах, у меня ноги, да, замерзли ляхи. Вот так. Вот эта дорога вообще, она достаточно оживленная всегда бывает. И вот пустота. Потому что, видимо, в новостях сообщали и давали рекомендации, чтобы все оставались. Но я скажу, что в этот раз все намного хуже, чем в том году. В том году было как бы штормовое предупреждение. И это все вместе с снегом было после Нового года тоже. Также, наверное, где-то в середине января. И был очень такой холодный сильный ветер. Вот. И в том году в день, даже в течение этого дня, перед этой самой бурей, так сильно телефон несколько раз звенел. Были такие предупредительные сообщения от государства, что после 11 всем
рекомендовалось оставаться дома после 12 часов машины, кроме emergency. Ой, я забыл. Да, кроме чрезвычайных автомобилей. Нет, блин. Кроме экстренной помощи автомобилей запрещалось другим всем выезжать. И там штраф был около $2000, что ли. Вот. Но в том году это буквально только напугали. И самое интересное, что на следующий день примерно в 10 утра снег прекратился. И сразу вышло солнце. И все моментально стало таять. Вечером уже дороги были абсолютно пустые и растаявшие. Не было никакого гололеда. Но сегодня это уже длится намного больше. Не сутки, конечно, потому что вчера снег начался в 9 вечера. Ровно в 9. Вот. На сегодня пишут, что еще, по-моему, до 11 вечера, что ли, будет вот это все падать. И, как я уже говорил, обещали примерно до полуметра. Конечно, есть такие страны, для которых это нормально, но для Нью-Йорка это не нормально. Здесь очень сильно власти следят за безопасностью. И всегда такие предупреждения бывают. И для властей это всегда якобы сравнимо с такой небольшой катастрофой. Давай подождем. Так. Вон какая-то частная снегоуборочная машина, Landscape. Вон там уже скорая кому-то приехала. Причем она стоит задом наперед. Ну, нет, давай стой здесь. Пошли на ту сторону. Зачем? Вот он поворачивает. А теперь он застревает. Буксует такси нью-йоркское. Куда так? Ну сейчас мы так пойдем. Ну пойдем. Вообще никого не пойдем. Да вон есть едет. Шаланы. Да идем же вот так. Вот. Причем сегодня не так уж и холодно, я не знаю, может быть. Ну, чувствуется около как -1, может быть. Вот так. Кстати, снег уже меняется на более мокрый, наверное, теплеет все-таки. Да, он, наверное, мокрый. Потому что даже нет такого под ногами какого-то хруста, и он прилипает сразу в комки. Не стоять нельзя, так Андрей, у меня Ужас. все снег внутрь, пойдем. поэтому надо идти. А то у меня Надо всё- будет. Даже машина. Опять метель. Метель сильная, очень. Идти невозможно, все в глаза.
Ужас. Я за 3 года такого в Нью-Йорке еще не видел.